одной провинции Ларнака. Давайте, друзья, подведем итоги очень быстро. Здесь сводные данные, это наиболее интересный слайд, то есть мы декомпозированно говорили, а теперь вот это все сведено в одни таблички, они внизу, давайте по ним пройдем. Ну, во-первых, новое жилье. В целом по провинции период сравнения у нас январь 2026 год с февралем 2026 года. Видим, что подешевело на 0,01%, при этом составило 2308 евро. То есть незначительно, буквально там на чуть-чуть. Да? Ну, прочитать можете стоимость квадратного метра, это новое жилье. Дальше видим, что старое жилье, друзья, среднеарифметическое число, это у нас февраль 2026 год, 1936 евро. Разницу чувствуете? Старое жилье отличается в целом по провинции, ну так кругом-бегом, наверное, чуть ли не на 400 евро 1 квадратный метр. Что показало нам динамику роста незначительную за месяц плюс 0,05%. Ну и последний слайд. Здесь, друзья, мы здесь мы подведем итоги уже за год по новому жилью. Период сравнения видим, что февраль 2026 год сравниваем с февралем 2025 года. Давайте обратимся к верхней части таблицы. Это у нас новое жилье класса А и Б. Ну, видим, что самая дорогая недвижимость, новое жилье, это, конечно же, в городе, муниципалитете Ларнака. На следующем второй номер это Ливадия Ларнакас, видим, да, 2555 евро. Дальше идет у нас Драмалаксия Мену, 2276 евро. Следующим у нас идет в ранжировке это Арадипу, 1876 евро. Ну и это у нас, так сказать, общины, которые или агломерация общин, которые входят в провинцию Ларнака, самое недорогое, назовем так, это жилье. Но в целом за год видим, что это 2308 евро и рост, друзья, плюс 1,45% в годовом измерении. Также видим индекс положительный рынка недвижимости, единичка, запятая 0,15. Что такое индекс, друзья? Напомню вам, что это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Считается он просто, если у вас есть статистические данные. На примере целой провинции Ларнака показываю, как он считается. 2308 евро делим на 2275 евро и получаем вот эту динамику роста в процентах плюс 1,45% или же положительный индекс единичка, запятая 0,15. Да, друзья, я вам обещал рассказать, что в моем понимании адекватно ведет себя рынок или неадекватно. Давайте посмотрим вверху макроэкономические показатели, которые характеризовали развитие экономики в прошедшем 2025 году. Но так как мы про февраль говорим, поэтому еще все-таки я взял старые показатели. А вот в следующем месяце, или точнее у нас сейчас записываю 16 марта, когда закончится март месяц, это будет первый квартал, я уже буду показывать новые макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики острова Кипр, южной его части. Так вот, это очень важно. Давайте я просто вам покажу одни из показателей, которые вы должны точно понимать. Ну, рост ВВП это понятно. Мы давайте посмотрим на инфляцию. Видим, что инфляция в 2024 году была 2,6%. В 2025 году это 2%, хотя ну, вот, должны были в феврале, в марте, может быть, уже не заглядывал. У меня вот все-таки кажется, что на уровне 2026 года, 2024 года инфляция будет там 2,6% в годовом измерении, то есть больше, чем вот здесь задекларировано, да?
Ну, посмотрим, когда будет официальная статистика, понятно, что я расскажу. Так вот, предположим, что на уровне 2024 года инфляция 2,6. Что такое инфляция, друзья? Напомню вам, что есть закон стоимости, который гласит о следующем, что любая экономика любого государства работает адекватно, когда количество денег, которые в обращении, это и фиатные деньги, то есть бумажные деньги, и есть денежный там агрегат М0, М1, М2, то есть все деньги, включая и обязательства страны, которые в обороте, так сказать, да, равны выпущенным товарам и услугам. То есть вот тогда экономика работает адекватно. Об этом гласит закон стоимости. Как только количество денег увеличивается в обращении, то есть за эти обесцененные деньги можно купить что? Все меньше и меньше товаров и услуг. Напомню вам, что рынок недвижимости или квартиры является таким же товаром. Поэтому при инфляции 2,6, ну я предположил, что это будет 2,6, а может даже и до 3 будет в 2025 прошедшем, но еще официальных статистики нет. Так вот, за обесцененные деньги можно купить дороже, естественно, товар, да, недвижимость является товаром, поэтому смотрим вот здесь Ларнака, муниципалитет. Подорожала недвижимость на 3,11%, это новое жилье. То есть могу поздравить людей, которые имеют недвижимость новую в городе, муниципалитете Ларнака. За год их недвижимость не подешевела, а наоборот даже чуть-чуть подорожала. Ну, если инфляция 2,6, а здесь 3,11%, то несложно посчитать, что подорожала на немного, конечно же, но это все равно положительная динамика. С марта месяца, когда будем подводить итоги, я буду давать еще вам один показатель, который достаточно интересен для людей, которые приобретают недвижимость для того, чтобы сдавать ее в аренду. То есть мы будем говорить о инвестиционной привлекательности, и я буду показывать вам пассивный доход. То есть это количество денег, которые генерирует та или иная недвижимость, насколько выгодно, невыгодно. Сравнивать будем как раз вот с этими учетными ставками, которые вы здесь тоже можете прочитать. Но это корректно, эта информация для понимания, когда я буду давать вам еще показатель, так сказать, пассивного дохода. Да? Так вот, я надеюсь, я подробно и доходчиво рассказал, что недвижимость в городе Ларнака незначительно даже подорожала. А вот в городе, муниципалитете Драмалаксия-Мена, здесь, друзья, видим, все-таки недвижимость подешевела. И это, скорее всего, связано с тем, что изначально компании-застройщики просчитались с той стоимостью, с которой они вышли на продажу с нового построенного жилья. То есть не, так сказать, не рассчитали, да. Ну, и такое бывает. Давайте посмотрим, что же произошло со старым жильем. Уже подводим итоги. Старое жилье в целом здесь муниципалитеты, да, по целой провинции 1936 евро. Это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. И старое жилье, друзья, в целом подорожало на 2,39% за один год. То есть старое жилье дорожает быстрее, чуть ли не в 2 раза, чем новое жилье. Индекс также положительный, единичка, запятая 0,24. Итак, друзья, ну очень подробно, прямо очень подробно, закрываю показ слайдов, рассказывал вам, что произошло в целом в провинции Ларнака и по городам, муниципалитетам. То есть, надеюсь, с цифрами, ну, все понятно. То есть в следующее мое видео я вот обещаю прямо, я буду вам еще давать очень интересный один показатель, еще раз повторюсь просто, это пассивный доход. Будем говорить о аренде. Ну вот, аренда, она может показать, насколько на самом деле эти процессы, которые мы наблюдаем, что происходит со стоимостью недвижимости, их
очень чувствительна аренда к этому. То есть мы посмотрим, какие денежные потоки генерирует аренда, насколько инвестиционно привлекательно, непривлекательно приобретать недвижимость в том или ином, так сказать, городе, муниципалитете. Все это я вам разложу по полочкам, но это уже будет следующее видео. Итак, друзья, да, за мной, кстати, эта картинка не из интернета, это задний план. Это именно тот дом, в котором я живу, класса С он относится. Видите, веранда, то есть я нахожусь на веранде. Это выход в сад, то есть живешь отдельно, ни от кого не зависишь, никаких тебе тут ни бассейнов, никаких тебе ни этого самого ландшафтных дизайн. Есть сад, за которым ухаживаю я, ваш скромный слуга, и мне это безумно нравится. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки и дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.